что нам нужно обсудить специально, это прием остановки внутреннего диалога. Это центральный метод погружения в практику и центральный основной метод, который помогает точке сборки освободиться от фиксации. Потому что что фиксирует позицию точки сборки? Мы отдельно потом поговорим о точке сборки, о том, как она фиксируется, как она сливается с описанием мира, как мы это переживаем. Но в целом мы должны понимать, что мы сливаемся с описанием мира через наш внутренний диалог. Это то, что лежит на поверхности. Это поток наших мыслей, наших отношений. А вот дальше за ним идут наши чувства и наши эмоции, которые являются тоже продуктами тоналя. Остановка внутреннего диалога для практика – это всегда, поначалу особенно, воспринимается как просто внутренняя тишина. Далеко не всегда это так. Наш тональ устроен таким образом, что он может прекрасно продолжать активно функционировать на фоне внутренней тишины. Потому что тональ работает не только с мыслями. Он работает вот с нашими чувствами, с нашими эмоциями и с целым рядом других вещей, которые даже трудно сформулировать. Но все они выражаются через напряжение тела. Вот это очень важно помнить, и за этим надо внимательно следить. Если вы занимаетесь практикой, хотите остановить внутренний диалог, первое, что вы должны сделать, убедиться в том, что ваше тело по-настоящему глубоко и качественно расслаблено. Этому еще помогает ровное и плавное дыхание, за которым вы можете следить, слушать, как вы вдыхаете, как выдыхаете. Потому что все процессы тоналя, какие только возникают в нем, они могут быть осознанны, могут быть полуосознанны, могут быть неосознанны совершенно. Обязательно в качестве побочного продукта выдают напряжение тела. Поэтому остановить внутренний диалог можно, убедиться в том, что он остановлен, можно только в том случае, если ваше тело по-настоящему расслаблено. И второй момент. То есть, уверяю вас, это непросто. Добиться расслабления тела – это целое искусство. Над этим надо работать, использовать намерение, использовать все свое внимание, сканировать свое тело. В конце концов, добиться этого можно. А что еще более сложно в этой практике остановки внутреннего диалога, это научить наше внимание пребывать в состоянии неподвижности. Некоторые могут сказать, что это вообще невозможно. Наше внимание не может находиться в состоянии неподвижности. Опять же, мы говорим не об идеальных состояниях. Мы не говорим о том, чтобы внимание находилось в неподвижном состоянии час или 45 минут. Но каждый раз, когда ваше внимание останавливается, хотя бы на 2 минуты,
хотя бы на 3-4 минуты, в это время происходит маленькое чудо. Потому что именно в это время замирает тональ, и вы открываетесь своей собственной энергии трансформации, которая вас начинает изменять изнутри. То есть безмолвие, который имеется в виду под остановкой внутреннего диалога, обязательно включает в себя глубокую качественную релаксацию и неподвижность внимания. Просто последите за тем, как это происходит. Когда вы пытаетесь остановить внутренний диалог, вы погрузились в тишину. Через, допустим, 30 секунд ваш тональ опять начал работать. Что сначала первое произойдет? Шевельнется ваше внимание. Это всегда первая реакция. После того, как шевельнется внимание, возникнут напряжения в теле. И только после этого вы наконец осознаете, а что за этим? За этим идет мысль, или может быть какая-то эмоция, может быть это воспоминание о том, что было вчера, или тревога в связи с тем, что будет завтра. Так или иначе, безмолвие нарушено. Так что вот эти вещи, то есть внутренний диалог, он связан только с работой ментального слоя нашего тоналя. И мы его обеспечим внутренней тишиной. Эмоции и чувства – это все такое, связанное с недоосознанным или полуосознанным. И это мы трансформируем, работая с безупречностью, осваивая безупречность. А вот тело и его напряжение, да, это мы осваиваем через осознанную релаксацию и внимательным наблюдением за тем, как тело расслабляется и где эти напряжения все-таки сохраняются. Это всегда важно, это диагностически важно знать, где вы все еще напряжены, а где вы смогли расслабиться. Ну, об этом можно много говорить, и это специально надо, в общем, для этого надо специально заниматься и ходить на курсы. Вот это вот все, что я пока могу сказать. То есть, но работа по всем этим направлениям приводит не только к тишине, но и к покою. А покой воспринимается как сила. Вот это вот мы должны иметь в виду и помнить. То есть, ну и к усилению всех составляющих осознания, о которых я говорил. Внимание, намерение и делание. Да, еще завершу вот тем, что самое главное в остановке внутреннего диалога тем, что он устраняет фиксацию точки сборки постепенно. То есть точка сборки начинает освобождаться и смещаться. Для этого самое важное. Для этого этот прием нужен. Для этого поэтому он так важен. Ну вот теперь все. Спасибо.